Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов рассказал, как получал деньги от олигарха Игоря Коломойского через офшоры. По его словам, структуры олигарха платили ему за продукцию студии «Квартал 95». Смотрите, давайте еще раз попробую объяснить. Отмыванием в 2012 году никаких денег и в 2012, и в 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни кто-либо из студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством. И как любая компания, мы получали деньги из любых счетов тех или иных телевизионных каналов или собственников тех или иных каналов. Потому что именно так расплачивались с нами. Со многими звездами расплачивались в конвертах. Много звезд выступали на корпоративах многих людей, бизнесменов, и получали просто в конвертах гонорары. Это было, это есть и сейчас. К сожалению, это есть. И тут ни в чем оправдываться, вели честный бизнес. Не нарушали ни единого раза никакой закон, сказал Зеленский. Он добавил, что ему было невыгодно, когда проплаты шли через офшоры. Якобы потому, что когда эти деньги приходилось заводить в Украину, с них все равно нужно было платить налоги. В этих словах содержится явное лукавство, пишет телеграм-канал «Политика страны». Ведь деньги в офшоры уводят, чтобы не платить в Украине налог на прибыль в случае с предприятиями, или же подоходный налог в случае с физлицами. А потом их можно с офшоров заводить обратно в Украину, как иностранные инвестиции, без всяких налогов. Или не заводить. Зэ и его команда, похоже, как раз по второму варианту, и жили, покупая на офшорные деньги элитную недвижимость в Лондоне и в Италии, предположил канал. К слову, в интервью Зеленский еще и обиделся на то, что пострадал из-за своей открытости. Посмотрите на 2019 год. С 2019 года я пошел в президенты. Информация была открытая, я все зарегистрировал. У НАПК не было ни одного вопроса, касающегося моей декларации. Так что же получается? За то, что я, в отличие от бывших людей, которые управляли государством, открыто обо всем говорю. За то, что я никогда не имел отношения к бюджетам. Ничего не воровал, никаких взяток не брал у государства. За это. За то, что я абсолютно открыто все показываю. За это я должен страдать? Мне кажется, что это немного несправедливо. И сравнивать меня с такими людьми считаю неправильным, заявил президент.